Всех приветствуем, дорогие зрители! Сегодня мы поведаем историю государств Майнкрафта, которую приготовил Мутант Драгон. Если что, это все не по-настоящему. И что вот дисклеймер. Ну что ж, идем в историю. Эта история начинается с жития второго сына великого жителя первого, который победил своих братьев. Он славится тем, что провел очень много реформ, перестроил столицу, и все началось с того, что житель второй решил отправить гонцов в соседние государства, чтобы для предложений торговли или вход в состав деревенщины. Первое государство, которое посетил гонец, это было Empire of Pillagers, или Империя пилладжеров. Он приехал туда к великому Ингисхану, который, принял его прием, с немногой халатностью. Вы хотите сказать, что вы хотите запустить с нами торговлю и не воевать с нами? Да, зачем нам воевать? Мы хотим стать вашими союзниками, но вы должны пообещать, что вы не нападете на нас. Хорошо. Мы заключим с вами мир, но взамен на то, что вы будете нам прекрасных воинов. Ну что, до свидания. Я отправляюсь в Ярославск. О, Владыка Ингисан, что, правда вы не хотите нападать на это место? Я их обманул, но пусть когда их государство раздробится на несколько, тогда и начнем владычество над них. А сейчас пока что они слишком сильны. Зачем нам нападать? Второй гонец посетил государство, да не государство. Это была просто отдельная деревушка, в которой предлагали вступить в деревенщину, но дали отказ. Третий гонец отправился в Карелию, так назвали их деревушку, но они тоже дали отказ во вступлении в деревенщину. После того, как гонцы вернулись в столицу, житель решил завоевать два города, которые не хотели стать частью деревенщины, и он отправил туда воинов. Первый город сдался без боя, а второй также сдался без боя. После того, как воины вернулись, житель второй решает захватить Снежгород. Ну чё ж, я рад вашей победе в Карелии, но мы должны захватить Снежгород. Этот город очень богатый дом, который нам очень понадобится для лета, который очень будет жарким, по приметам, конечно же. Но будет очень трудно их захватить, как они находятся прям около льдов, но не на самих льдах. Так что придется подготовить армию такую большую. А то у них есть своя защита, так что надо будет нам точно все выиграть. И этот город отдаст мне свои ресурсы и лед. Князь, батюшка, я готов сражаться против этого города. Я хочу получить ресурсы и там построить свою базу для убивания монгольских и так далее племен. А то они нам очень сильно мешают в построении нашей силы и армады. А я против этого, наверное. Вы подумали то, что наши солдаты смогут погибнуть в этих льдинах? Мы же родились в теплых биомах, а не в холодных. Так что, если наступит зима у них раньше, то нам будет очень плохо. Вы лучше подумайте об этом.
отставить хандру. Мы все равно победим. У нас численность армии больше. И плюс еще воины с новых земель. Мы точно их возьмем. Вы должны мне подчиняться, а не учить меня. Ну, вообще, совет не для этого создан. Но вы должны мне подчиняться, понятно? Мы возьмем этот город из-за своих ресурсов. И никто не погибнет. Будет план капкан. Генерал, скажите-ка нам его. После этого житель второй отправляет своих солдат сражаться в снег. И там завязывается странный бой. Город был взят, а воины отправлены в столицу, и князь начинает перестройку. Как вы думаете, почему вы хотите перестроить город? Он же сейчас стоит красивый. А вы хотите построить дома для более бедных. Я хочу, чтобы этот город стал очень красивым и огромным. Чтобы туда ехали много людей, богатых и небогатых. Чтобы город развивался, был красивее и был более аристократичен и немного городской. Чтобы все жители хотели увидеть эту красоту, и бедные, и богатые. Так что вот поэтому я хочу все перестроить. Чтобы перестроить всю столицу, чтобы перестроить все. Этот период я называю перестройка. После этого князь умирает. И начинается период раздробленности. И долгое нашествие пилджеров на Кириллич. Создание новых легенд, историй.